Вот это да. Вот этот номер. Такого у меня еще не было. Чтобы только закинуть и сразу такой лапать. Вот это да. Ребят, без подстав. Я просто пришел, вот, червь открытый. Вот сел. Даже не успел дно отрегулировать. Закинул, думаю, что-то маловато дно. Ну, то есть надо поглубже сделать. И смотрю, вроде поплавок лег. Отлично. Смотрите, какой лапоть. Чуть ли не по локоть мне. Шикарный карась. Все, побежал за сачком. Зацепился хорошо. Крючки поменял. Хороший крючок поставил. Побежал я за сачком. Такое вот дно тримаранного типа. Видно, как просвечивается даже дно. Толком не сделали. Ладно, пока держится. Пока вроде нареканий нет. Там дальше поглядим, увидим. Сегодня мотор пятерочка и Машка. В одно лицо без сбруи вполне достаточно. Тем более сегодня близко поедем. С баком в нас неудобнее, конечно. Мне больше нравится. Два дня кукурузу замачивал, подваривал. Столько крахмала, сока образовалось. В общем, приехал в такое место, там река. Мелковато, правда, на самой реке. Но туда попробуем все равно закинуть закидушки. На жмых, на сазана, на червя, на зеленого. А здесь вот такой ерик уходит с кувшинками. Вот место есть прям чистое. Конечно, в основном карась весь там держится. Но туда надо проезжать на лодке, вставать в камыше. Это, ну, не так интересно. Вот если мы здесь его поймаем с прикормкой, там на жмых поставим, а здесь с прикормкой поймаем. Вот это по мне будет интересно. Сейчас прикормим на пару часов, посмотрим, как это будет работать. То, что не разварено, а просто замочено. Вот это такая полупрозрачная. Можно попробовать по спиннингам что-нибудь здесь хищника половить. Туда вот стараюсь кувшинком. Если он карась есть, он скорее всего в кувшинках сидит. Вода теплая. Ну все, пойдем расставлять на жмых. Пыш купается, за ним там кто-то охотится. Прям хищник рядом с ним шлепнул.
Закинул метров 15, там глубина, наверное, метра 2. Думаю, не больше. Делаю ставку сегодня на мель. Думаю, сазан гуляет по меляку сейчас, потому что вчера был дождь. Вода немножко остыла, насытилась кислородом. Смысл ему стоять на глубине я не вижу. Посмотрим, что на мели. Можно тут рядышком потом поехать, посмотреть, что на ямке. Первая стоит. Колокольчик вешаем. И дальше расставляемся. Жарко. Жарко, пыжали. Пыжулечка, жарко. А то чистенький. С головой помылся. Беру один жмых. Долго растворимый. Ну, более-менее часа 3 на течении стоит. Второй быстро растворимый. Он стоит полчаса максимум на течении. Так их вместе складываю. В петлю провздеваю. Затягиваю. Здесь скользящий грузило. У меня сейчас 5 стоит. За головой хватает. А тут бусинка, упор. Чтобы не травмировать узел, не рвать. Как амортизатор добавок. Все, крючки я заправляю сбоку. Мне как-то кажется удобнее так втыкать. В последнее время поводки делаю из шнура толстого. Такой в магазине продается метражом. Он более эластичный, скользкий и меньше трется об ракушку, об дно. Крючки втыкаются только для того, чтобы они долетели до воды, потому что когда ударится об воду, скорее всего, они все равно вылезут. А если даже они не вылезут, то потом, когда будет вода их размывать, по-любому вылезут и будут лежать просто рядом. И все, и рыба будет их заглатывать. Стараемся наоборот подальше закинуть. Тут и жмых немножко другой. Там клубника и мед. А здесь, по-моему, мед и горох. Что-то в этом духе. Когда-нибудь видели такую собаку, кайфовщика, который пузыри пускает, еще и хыкает, как ему хорошо. Вместе с носом и с головой заныривает. Что значит с детства собака к воде приученная. Щенком еще его купал. Причем уши, вместе с головой купал. Теперь заныривает спокойно. Кстати, если какого-нибудь хорька найдет, обнаружит в воде, то за ним прям под воду ныряет. Хорошо. Ну и зеленый червь. Куда же без него? Мой любимый. Метров, наверное, на 20 улетит. Больше у меня здесь шнура пока что не хватает, надо поменять. Пока насаживаем пожирнее. Там посмотрим. Мелочь будет обклевывать, значит, буду ставить челком. На мелике сработало первый. Не сильно, но работает. Минут 15 прошло, как поставил. Ну, приятно. Какая бы ни была, но поклевка же. Тарашка, наверное. Кстати, я тарашку тоже не против взять. Чтобы она этот... Хочу на живца попробовать. Здесь видно много этого хищника броет. О, что это? За эту завело, что ли? Ничего себе. Как так-то? А что натяг-то такой? Трава? Трава, наверное, сильная. Странно.
Клевало неплохо. Сейчас перезабросим. А что это так? Как это так? Странно. Вот это да. Вот это номер. Такого у меня еще не было. Чтоб только закинуть и сразу такой лапать. Карась. Все, побежал за сачком. Туда вот надо. На второй раз нет. На третий заброс. На третий заброс сработало. Все-таки он здесь бродит. Светленький карасик. Красавчик. Тихо, 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 тихо. Всего червя уже объел. Ты так червей на тебя не напасусь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Чуть был, да не всплыл. Положил. Классика. Ушла классика. Крючок оторвал. Вот раздолбай. Что же ты крючок-то плохо привязал? Жалко карася, конечно. С крючком теперь. Перевязал крючок, поставил белого червя такого, земляного обычного. Ну, поклевка вроде сейчас была такая, вроде красивая. Вот в прошлый раз я пробовал, ставил зеленого червя, кукурузу ставил, горох пробовал. Тоже вот на красного червя прям один за одним клюет. А другие наживки ставишь, и все, и клев прекращается. Либо так поклевывает, но еле-еле душа в теле. Вроде хочет приподнять, как будто берет, пробует и бросает. Что надо? А надо, скорее всего, красного. Никак. Вот это да. Вот это на белого червя. Хорошо крючок перевязал. Вот это громило. Вот это долазился. Ничего себе. Тут карасяндрик. Ха! Только не барахтайся. Дай покрасоваться немножко. Ха. Вот это красавчик. Ох, тяжеленький. Тебя завесить можно. Где-то у меня там вроде весы есть. Там можно попробовать взвесить. Тут сковородочный. На всю сковородку карась. О, какой красавчик. На белого дождались. Интересно. Сейчас немножко обманем их. Белого оставим, а на кончик посадим красного. Ха. Мелковатый, но зато он такой самый сладкий. Карась. Покарбовать его прямо так шик-шик-шик-шик-шик. И будет сладенький-присладенький карасик.
Поле по размеру не регламентируется. Вот так, один крупный, один мелкий. Почти как на живца. Так. Крупный карасник убился на обман. Ну ничего, сейчас уже белый подзаканчивается. Будем красного так поднасаживать. Да, все-таки красный, похоже, сильнее выделяет аминокислоты. Пахнет сильнее. Рыба сильнее на него реагирует. Давай, давай, давай. Ой, хорошо положил. Ой, красиво положил. Ой, красиво положил. Красиво положил. Красота. Тихо, 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 тихо. Оп. Есть. Ну вот, 4 удочки на месте. Да, ребят, лучше босиком не ходить. Вот видите, вроде бы и не было никаких. Ничего не торчало, просто тупо об ветку, представляете, так ногу поранил. Вот так. Черепаха вылезла. Здрасте, пожалуйста. Только, пожалуйста, не надо клевать. Так, в прошлый раз я замучился ее отцеплять. Вот, давай, 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 давай. Ах, нет. Давай, давай, вот. Нифига себе. Сюда пошел. Потянул к берегу сразу. Интересно, как он взялся. Но хотел он сойти. Тем более кровит. Мягенько взялся. Понятно, почему нерешительно и несерьезно. Все-таки она пришла. Любите вы меня, да? Червяки вкусные. Как я вас не люблю отцеплять. Так, ладно, это не для слабонервных, лучше я это снимать не буду. Только выключил камеру, конечно, приходит в это время карась. Ребят, ну у меня аккумуляторы не бесконечные, вы давайте либо клюете, либо напишите мне табличку, что клёва больше не будет. Ну вот и все. Иди сюда, красавчик. И поехали за сазанами. То ловить можно, конечно, до бесконечности, но ведь ее и чистить нужно. 1 августа на рыбалке. Карасей мы уже с вами половили. Сейчас еще хочу отправиться ловить сазанов. В общем, поменяла название, как вы уже, наверное, многие заметили. Теперь канал называется «Клевый край». Потому что он действительно для меня клевый, мой Астраханский край, Астраханская область. Но название просто так менять неинтересно. Я решил, что нужна концепция канала, какая-то новая. То, ради чего я буду не просто выезжать на рыбалки и снимать свои фильмы. В общем, многие, наверное, считают блогеров бездельниками. Может быть, даже и не безосновательно. Доля правды в этом определенно есть.
каждой шутки есть доля истины. В общем, я хочу начать делать доброе дело. Просто элементарно. Каждый раз на рыбалке, когда буду выезжать, буду собирать мусор. Где бы я ни был. Техники у меня хватает. В общем, техника у меня разная. Я не ногами хожу, не руками. Соответственно, приношу вред природе, воде, окружающей среде, сгоранием топлива, маслами и всем остальным. В общем, я решил, немножко надо и, соответственно, карму свою загладить. Буду ездить по речкам. Везде, где я буду причаливать, буду искать мусор. По максимуму мусор находить, с собой забирать, на мусорку, соответственно, увозить. Если не буду находить на берегу, что я сильно сомневаюсь, что я его там не буду находить, то буду где-то извлекать из реки. По реке плывет тоже огромное количество мусора. В камышах лежит много бутылок, пластиковых пакетов. В общем, чтобы мир стал лучше, нужно начать с себя. Вот и начну. Эту удочку завез, наверное, метров на 60, не меньше. Она стоит, немножко поддергивается. Наверное, какой-нибудь карасик подсел. Обидно, конечно, завозил далеко на веслах. А что-то трепыхается так, как будто бы карасик небольшой. Вот видите? Еле-еле. Уже несколько раз такое было. Ладно, пускай сидит. Все равно я не смогу так докинуть, насколько я ее завез. Сейчас искупаюсь, мусор собираю и погнали. Ну вот, мешочек наловил. Что у нас тут в улове? О, стеклянные бутылки. А в улове у нас сегодня бутылки пластиковые, банки 5-литровые пластиковые, баночки из-под кукурузы, пакеты полиэтиленовые, бачок от автомобиля от Тосола. Ну и, в общем, остальные по мелочи. Ну так, ерунда, конечно, но килограмм 10-15 точно поймал. Все, вытаскиваю удочки, если сейчас что-то будет интересное. Вот это поклевывало, то включу. Пыш пошел в заплыв, красота. Хорошо, пыш, да? А, вообще местечко тут, сказка. Сразу хрюкает даже. Как поросенок от удовольствия хрюкает и улыбается. Заныривает. Пойду с ним покупаюсь, наверное. Кто-то там идет. Двое. Насколько вкусный жмых понравился им. Один спиной зацепился, один ртом. Плюс один карась в копилку. Поплывает рыба, кит. Ну что, торжественное извлечение. Шесть, 7, 8, 9, 10, 11. 11 карасей. Вполне себе хороший улов. Все, уже сегодня не без рыбы. Можно ехать пробовать за сазаном. Стоит 3 нажмых. Там стоит, еще не видно. На тарашку поставил и на зеленого червя. В общем, уже простояли удочки в течение часа, наверное. Сейчас самое время, обед, час дня. Ни одной поклевки. Ну вот на этой удочке был один карасик. Вытащил, он упал, отпустил. А так ни одной поклевки. Радует то, что мелочи нет. Но огорчает то, что ничего нет. Бьет жерех везде. Сейчас возьму эту удочку, насажу зеленых червей прям пучком длинным. Спущу на 3 метра от лодки. Тут яма метров 16-15 проходит. Вот под лэп самое глубокое место. Зайду повыше, пройду пару раз квоком. Все-таки мечтаю научиться поквочить. Ну не так, чтобы мечтаю, а так интересно мне, конечно, как-нибудь
поймать на квок именно, ощутить вот эти вот поклевки. Прям в руке буду держать сейчас в тетиву. Посмотрим, может быть, повезет. Все-таки сомика хочется поймать хоть небольшого, но вот именно там на 3 метрах от лодки именно квок, чтобы он пришел, взялся, чтобы почувствовать это, и тогда уже от этого плясать на укрупнение, сама ловить. Ну а если нет, то сворачиваюсь и едем домой. В принципе, карасики есть, 2-3 жарехи законные обеспечены. Время терять смысл. Ну не клюет ничего. Я считаю, сазан отъелся. Очень хорошо после падения воды он клювал везде, все ловили его, он хорошенько отъелся. И теперь, наверное, выходит, скорее всего, рано утром и вечером. Кормится, и все, ему достаточно, он брюхо набитое, сытый. Как-то так. Ну что, мне кажется, более чем прекрасно такой пучочек червей запустить под воду. Там метр, 2,5, 4. Ребята, первый раз в жизни на квок. Купил квок, не знал вообще, рабочий он или нет. Рабочий он или нет, не знал. Вот взял закидушечку, сами видели, поставил червей, комок, сделал 4 сначала метра, 4 метра мало было, 5 метров. По-моему, съедобный. Первый раз в жизни. Съедобный будет, когда в лодке. Без эхолота, без всего, без учителей. Опа! Класс! Вы не представляете, нет! Никому не понять, никому никогда не понять. Сидя за диваном, за креслом, за телефоном, у меня дрожь в ногах. О, была первая поклевка прямо напротив удочек. Он так немножко вроде сначала попробовал, я ему дал слабину, и он так шик-шик-шик потащил. Я такой, оп, и не подсек. Я говорю, да ладно, первая поклевка в жизни на квок. Квок просто в магазине купил, не знал, рабочий, не рабочий. Ну, квокает вроде хорошо, громко. А как квокает? Какой периодичностью? Блин, в интернете смотришь, в ютубе, все хорошо, все четко. Все объясняют, все показывают. Выезжаешь на воду, и все, как будто вообще ты просто вот, ну, чистый лист бумаги, не знаешь, там секунды считаешь, пытаешься, у тебя там промах. То нормально квакнешь, то плохо квакнешь, и не поймешь вообще. Все, надо успокоиться. И тут хлоп, поклевка, тык-тык-тык, потащил, я его поддергиваю, прям удар, прям такой, прям мощь такая. Я говорю, да ладно, есть. А потом он вверх пошел. Я говорю, неужели сошел? Потому что знаю, что часто сходят. Сейчас вообще такие проблемы вроде с самым. Офигенский сом. Это самый крупный сом за последние 3 года, пойманный на реке. Тут смело 4. Ну, видно его в большой мой подсак. Он во весь рост. Четко зацепился. Небольшой крючок. Ну, крючок цепкий, хороший. В любимом магазине моем купленный. Смотрите, как прям вот классика. Прям четко взял. Нехило. Нормальный взялся. Вообще невероятно. Я просто не верю. Это я половил. Кстати, поймать сама можно всего одного. Вот этого сейчас берем, сажаем на кукан. Сажаем на куканище.
Мы и взвесим, и померяем его. Красота. Красавчик, спасибо тебе. Будет крупнее, мы этого отпустим, а крупнее возьмем. Фух, вещь. Так, срочно кукан. Тут рыбалка. В жару. Днем. Оказывается, можно самов ловить. Вот это класс. Вот это кайф. Вот это чистый кайф. Интересно, а то, что он теперь будет за лодку за мою привязан, он не будет самов отпугивать? Ладно, попробуем еще раз зайти. Интересно же. Супер. И... Тихо, 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 тихо. Давай еще у меня с кукана попробую уйди. Это будет номер. На первой проходке прям 2 поклевки. Вторую реализовал, считай. А вот на втором проходе уже ни одной поклевки. Может быть, потому что сом привязан, он как-то его боится. Опугивается, может быть, он дергается на веревке. Такой вот квок, незамысловатый, деревянный. Ну, квочет, конечно, он громко. По-разному попадаешь. Иногда попадаешь так, что аж лодка вся вибрирует. И прям эхо разносится по всем сторонам. Я представляю, каково там под водой на дне. Там, наверное, все тела трепещут саминые. Грязь у нас в этом году ужасная вообще. Может быть, она каждый год, но что-то я в прошлом году такого не помню. Рыба дохлая, тухлая полно плывет. Мусора, бутылки, зелень всякая вот такая вот. Вообще ужас. Даже купаться неохота. Благо возле того ерика покупался немножко. Там чистая вода была, прям хорошая. А в речке вон что творится. Ужас. На жмых колокольчики молчат. Я их отсюда хорошо вижу, слышу. Насадил червя побольше на эту удочку, на этот крючок. Раз он ему понравился, значит он, ну реально 2 поклевки, и обе такие хорошие, жадные, вкусные. Значит, ему зеленый червь понравился. Я подсадил сейчас побольше прям. Но тишина пока. Сейчас поеду, отцеплю сама, брошу там, возле берега, возле камыша. Попробую еще раз пройти. Еще вот хочу вот на той коряге поквочить. В общем, раз результат есть, что ж бросать-то? Хочется как бы удостовериться, утвердиться в ремесле. Классно же было бы, если бы вот так еще и жмых освоить. Ой, жмых, квок освоить. Когда-то на жмых ничего не мог поймать. И вот лет 7-8, наверное, назад только начал хорошо на жмых умудряться ловить. Ну, тоже по-разному, не всегда везет. А сейчас вот квок. Это вообще для меня это как, не знаю, на фортепиано играть. Если на гитаре а-ля жмых играет через одного, а на квоке это то же самое, что на фортепиане или на скрипке. Для меня это, конечно, искусство, тем более без эхолота. Это вообще кайф. Еще и самому, если научиться. Я сейчас пытался вам заснять поклевку. Я прям с поклевкой. Прям с поклевкой взял его. Ха! Прям с поклевкой. Я ему дал прям лески. И он пошел с червяками. Я ему дал лески. И все, он прям пошел, как бы потащил. Красота.
Красота. Тоже не маленький, нормальный саменок. Мельче, чем вот этот вроде, ну. Ну кайф. Отличный саменок. Все намного крупнее, чем я стоял на метчике ловил. Это был на самом деле... Опа! Отличный саменок. Съедобный красавчик. Ребята, вы, наверное, скажете, что это все я так придумал, выдумал, наиграл. Но такие эмоции их не наиграешь никогда, когда у тебя на голове аж идут мурашки. Я на 33 килограмма стрелял, не спорю. Но это подводная охота. Там был тоже первый раз, там было 6 метров глубина. Это непередаваемое ощущение. У меня там также мурашки, там, по-моему, шерсть дыбом стояла так, что весь костюм стал в 2 раза больше. Но это подводная охота. Я стрелял там разных самов, на 33 никогда не стрелял. Ну вот первый раз стрелял, да, вот был там счастлив. Сейчас прошло уже полгода, там ну, чуть меньше может быть. И вот на квок разловить, вот прям вот как на чистом листе, вот прям вот удочка, палка, и ты квок, 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 жик, 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 поклевочку пошла. 2 прохода, 2 сама. Это невероятно. Причем на речке, на которой я думал, что ну если будет сом ловиться, то в самую последнюю очередь, особенно на квок. Потому что квочат везде, на Волге, на Пузане, везде. Но здесь для меня, конечно, шок. По своей реке, то есть все, ладно, отпускаем. Вот это он его схватил. Вот это вкусно, значит, им. Ну, я думаю, такой, на 3. По весу он реально там, ну, 3. Спасибо тебе, сом. Расти большой. Приводи бабушку, дедушку. Однозначно проходной, тяжелый, прям килограммчика по 3. Давай. Приведи бабушку, дедушку. Про бабушку, про дедушку. Оба! Рванул он. И взял-то уже прям на выходе из ямы. Даже не в яме. Та-дам! 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 Смотрите, какие коряги. Прям ветки в самой яме лежат. Я там зимой нырял. До 5 метров доныривал. Там прям завал. Там прям деревья лежат вдоль, горизонтально. Ну вот сколько я мог, до 5, там до 5,5 метров понырнуть, до 6 максимум. Рыбы я не обнаружил. И дальше свал идет на 10, на 12, на 15 метров. Должна же быть рыба в таком месте. Неужели здесь сом не возьмет? Хочется прям, ну теперь уже хочется, конечно, трофейного сома. Хотя я уже счастлив. На самом деле сегодня для рыбалки, для карасиной рыбалки, сазаней. Так вот спонтанно взять квок в руки и наквочить себе счастье саминое. Для меня это очень дорого. Дорогого стоит. Здесь хорошо почти не несет, на одном месте крутит. Интересная такая точка, зависнуть можно. Подводные течения бьют из ямы. Бриз такой легкий туда тянет, вниз по течению. Кайф. Мне вот все говорят, а как ты без эхолота? А что ты без эхолота? А на эхолоте вот будет видно, как поднимается, как что, действует квок или не действует. Ну, ребят, мне нравится рыбалка такая, которая первобытная. Сродни, то есть добыванию еды, а не спорту. То есть как квок родился? Скорее всего, взяли какую-то палку, чуть ли не с дерева. Может быть, даже пятак не делали. Скорее всего, в первое время было столько самов, что можно было вот так просто по воде делать, и сом поднимался, реагируя на то, что где-то там сверху идет либо пирушка, либо падает еда. Вот. И ловили самов люди. Прекрасно ловили. Потом сама становилась меньше, квок становилось больше. Либо экология, природа, я уж не знаю, точно не буду ни на кого, ни на что грешить. Ну, суть-то остается та же, что эхолотов нет и не было в то время, когда ловили огромных самов именно на квок.
И не заморачивались, я думаю, особо по звуку квока. Ну вот он делает квок. И по идее, если сом есть, хороший сом, голодный, не голодный, не знаю, ну он должен подниматься, а там уже может быть от наживки больше зависит. И вообще рыбалка — это удача. Вот мне сегодня повезло. Рыбалка состоялась. Вот это удача. А эхолот... У меня есть эхолот, но я им пробил, грубо говоря, глубины по всей речке. Не по всей речке, а так вот. Плюс-минус 5-10 метров. И... Ну не понял я смысл в нем. Не увидел. Глубину он, да, показывает. И что дальше? Рыбу вроде рисует, а может быть не рыба, может быть это коряга какая-то, а может какая-то бутылка плывет. Пакет полиэтиленовый или что-то еще, или там бревно валяется на земле. Ну, покажет он рыбу, а она не клюет, что ты будешь делать? Или не покажет рыбу, а рыба ловится, что тогда? Ну, в общем, пока что я его до ума особо не довел, я им не пользуюсь. Ну, то есть это надо вставить в лодку, это аккумулятор, это вешать его за борт, штангу. Ну, не знаю, пока что нет. Пока мне... Я кайфую вот от такой рыбалки. Вот. Леска на пальце, деревяшка в руке. И уже 2 самов поймал. Была поклевка, ребят. Попробовал и ушел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прям как кошка вот так вот. Попробовал. Пару, наверное, червяков оторвал и ушел. Пузыри пустил. Первый раз я увидел, чтобы пузыри пускал сом. Он потащил, я ему дал, как прошлому, побольше. Но нифига. Вторая поклевка уже здесь происходит. Хитрые какие-то самые здесь. Приехал. После квока освежился. Не знаю, сколько у меня, часа 1,5-2, наверное, не было. Пусть не засекал, сколько у меня не было. В общем, удочки стоят. Ни одна не сработала, ничего. Одну вытащил, единственное, без жмыха. Сейчас сворачиваюсь, еду домой. Покажу вам сейчас, сколько весит сом. Ну, буфалов, наверное, карасей взвешивать смысла нет. Все, до новых встреч. До встречи под водой, над водой, на рыбалке, на охоте и просто в путешествии. На канале Клевый край. Пышно купанный, красавчик. Чистенький весь. Твои стихии. Среди травушки, муравушки. Пыш, поехали. А то пешком побежишь 4 километра. Давай, 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 поехали, поехали, поехали. Давай. Не успеешь, кто не успел, тот опоздал. На поезд больше билетов нет. Поехали. Давай, 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 давай. Опа, красавчик мой. Да, медленно, да, не быстро. Да, на пятнашке намного веселее. Пятнашки 40, на этой 20, 21. Кстати говоря, покусанный винт. Отломанный, сейчас покажу. Зато расход получается, если на 20 км в час уходит 2 литра бензина, соответственно 10 литров на 100 километров. Шикарно, просто шикарно, как на автомобиле. Но скорость медленно, вальяжно, прогулочным шагом. И Пыш не возражает. Время 6 час вечера. В тени 38. Сколько же днем тогда было? За 40.
Так, здесь 0. 3400. Ну, я, конечно, ждал, что 4 килограмма. У рыбаков рыба всегда крупнее. Но все-таки приятно.